Так, проходимцы в эфире. Сегодня мы отправляемся в 4-дневный поход. На гитару встал, красавчик. Вот таким образом заряжаем телефоны, фотоаппараты. Солнце светит в лицо. На рюкзак смысла нету вешать. Вешаем вот так вот на ремни. Только прицепил, и солнце ушло. Сейчас появится переменная облачность. Проходим такое вот место прикольно. Чистый лес и мох. Приятно все это смотреть. Как говорит один из наших участников, вот бы здесь заночевать. Не, ну здесь правда прикольно. Мох такой белый. А на горную он как-то в другую сторону ушел, да? Да, там где-то в стороне остался. Такое вот озеро проходим. До Соловьевска еще не знаю сколько осталось, но чуть-чуть. Проходимцы отдыхают таким вот образом. Ну, озеро такое прикольное. Видно, что лес рядом с ним выгорел. Ну все.
проходим мимо вот такого вот места. Все перекопано. Тогда до этого еще была вот такая вот же яма. Непонятно, что тут делали. Вот такой, такие кучи песка большие. Вон плиты, бетон. Плиты лежат, может строить что-то. Ну в том году этого не было. Мы не проходили такое. И вот, короче, да. Песок брать, походу. Купаться мы успеем. Скоро на Бурейский пруд придем, там покупаемся. Тоже 100%. Такой песок. Проходим речку. Предположительно Сусалейка. Левая, правая, не знаем точно. Вот такую-то дорогу сделали. В том году здесь просто был деревянный мост, а сейчас уже Бетонные плиты. бетонные плиты уложены. Нормально. Тут все перекопано кругом. Не знаю, что тут делают вообще, интересно. Здесь непонятно, только добычу какую-то собирают сюда. Да. Входим в Соловьевск. Вот уже тут Буреевский пруд. И мы сейчас идем на место остановки, где будем раскладывать палатки и ночевать. Все, на месте ночевки разложили палатки, разожгли костер. И вот сам Буреевский пруд. Такой вот красивый пруд. Отражение в воде. То есть того берега. И вот там вон мосток есть. Туда мы и пойдем сейчас купаться. Чтобы освежиться после второго дня похода. Белый спит. Устал с нами уже Да лазить. так пошли, как обычно. Ну идем, тут тропинка есть. До мостика, там с мостика уже спустимся в воду. Поплаваем немного. Такой лес тут очищен. Тапки вернешь? А я в чем пойду? По хрень взял тапки себе. А ты оттуда в чем пойдешь? Я? Да. Вверх. А, ну тогда да. Вот еще классное место, где можно было ночевать. Давай в следующий раз где-нибудь в глуши оставим. Пусть ночует. Экзотик так все дела. Ну, здесь плохо. Экзотик, я так понял. Такой лес вот. Суперский.
вернулись. Тут такое место для отдыха. Грибочек. Там мусор что ли накидали, нифига. Ну, мы здесь уже были в 2014 что ли году. В каком? А, вот даже написано. О, вот это прям 03-07. Дальше. В 2014 году мы были, да. Тут лодка вон. Прикольно. Фотку сейчас сделаем. Так, мы приготовили себе ужин. Давай открывай, покажи. Макароны с тушенкой и укропом. И лук. Проходимцы рулит. И тут плавают на лодках, проверяют сети мужики. Отсюда не видно, но там они. Сначала на мопеде подъехали, спросили, сети есть. И кто мы такие, потом на УАЗике. Вон даже мопед оставили тут. Какого сахара есть? Можно, в принципе, погонять. Ну все, сейчас ужинаем. Поставим чайку, попьем. Ну, воду надо накачать еще. Опять профильтровать. Такой столик Александр сделал. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитым под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин. Война — дело молодых, лекарство против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля. Через 2 на ней цветы и трава, через 3 она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. А ну-ка, махнешь. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит
значит все не так уж плохо. Плохо на сегодняшний день. Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. И никто не хотел быть виноватым без вина, и никто не хотел руками жар загребать, а без музыки по миру смерть не красна, и без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Так, 9 часов утра. Мы проснулись. Ночь прошла хорошо. Без приключений. Ну, трактор подъехал. Местные жители проверяют сети на лодках. Так, в общем, встретились две лодки. Разговаривают. Ну, там, снимать уж близко не буду. Белый всю ночь нас охранял, ходил возле палатки. Пытался пробиться в нее. Ну все, сейчас чайку поставим. Все, снова разожгем. Батарея уже мигает, не знаю, хватит вообще. Еще снимать или не хватит. На съемку, ладно. Давай, покажем на видео. Вон тот мужичок проверял тут сети. Дал нам немного рыбы, чтобы сварить уху. Одна щука и карась. Такие вот добрые люди соловьевские. Но сам родом с Кулай, оказывается. Так что проблем не возникло. Ну и сейчас, наверное, будем варить уху из этой рыбы. У нас щука. Шутка. Рёнок. И карасик. Такие вот рыбехи. Так, готовим уху из рыбы, которую нам дали. Алекс режет рыбку. Котелок уже, картошку запустили. Чай попили тут. Пятился. Это ты пил чай, мы пили кофе. Да, кофеман. Ну блин, Эльдар, ну хоть ты-то. Тут панель лежит. Телефон заряжается. Ну, я сейчас буду складывать палатку. Александр уже Короче, что сложил. будем делать? Так же? Так же чисто. Ты так же, да, Париж? Еще пшенка. Добавим в уху. Ну вот. Такие дела. Так, сварили уху.
едим. Как по вкусу? Что щуку лижешь? Такая же примерно. Да не, нормально. Картошка и каша классная. Уха тоже ничего, саму рыбу еще не пробовал. Котелок еще повесили. Белый отдыхает. Сейчас здесь будем варить ему еду. Хлеба бы еще. Да, хлеб у нас закончился аж в первый же день. Но ничего. Страшно было. Купаемся в пруду Бурейском. Ходим тут вдоль берега. Приятно ходить. Босиком иду по шишкам. И мы тут кое-что начеркали. Вот на этой беседочке. Хэштег да-да-да-да. Число 14.07.17. Лодка. Сейчас пройдем на мосток, посмотрим. Оттуда вид. Так. Вот такой вот вид. Во. Да. А. Не хочешь с фотиком подводного? Все, время уже 2 часа. Пока купались, пока завтракали. Время быстро прошло. Все уже. Собрали рюкзаки. Вот так вот гитару привязал к рюкзаку, чтобы удобнее было нести. Белый готов к походу. Уходим с поселка Соловьевский. Не знаю, будет камера записывать звук или нет. Попробую усилить на компьютере. Прямо. Хотите полсовет зайдите. Может пойти компота попросить? Я бы от лимонада не отказался. Лимонада? Да, холодненького.
Черная речка. Прошли порядка 6 километров, это точно. Реально черная. Фильтруем воду. Идем прямо по волчьим следам. Как раз по пути. Наверняка догоняем волка. Вот и все. Речка Муралейка, предположительно. Большая такая. Мы уже совсем рядом с поселком имени Гагарина, по-другому Грязная. Время где-то уже 6 часов. 7-й, наверное, уже пошел. Ну, мы сейчас немного перекусим. Шоколадку и пойдем. Так вот, спустя 5 часов ходьбы от Соловьевска мы вышли в Грязной поселок имени Гагарина. Его первый дом. Один из целых домов, который здесь есть. Без 15:07 время. А еще за 4 прошли, получается, да? Да. Вот сторожка на приколе. Опять за 4 часа мы 20 километров навалили. Такое же глухое место, как думаю. Но есть связь телефонная. Че будем спрашивать, где можно переночевать, что ли? А? Может здесь, а? Может здесь? Или в Сосновом? Вот вид. Комары люто зажирают.
Так, мы на Грязной, зажгли костер, выбрали место рядом с прудом, варим кашу. Давай рассказывай. Давай рассказывай, мы тебе банку тушенки за это отвалили. За что? За рассказ не. Ну ты за рассказ. Ну, в общем, сходил он. Ну, спроси воды. Пасека есть, он туда сходил, спросил воды. Рэмбо подходил. На всякий случай, блядь. Нормально? Нет, давай это. Вытащи сюда, руками на них потрем его. Или так все вымылось? А? Так все вымылось. Не понял. Так, говорю, все вымылось. Да, ты видел, как там этот котелок надо держать, будь здоров. Давай. Зачерпывай тогда по первой. Вода нормально. Как везде. Надо было еще чайник взять. Ладно. Шурама. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы. Донесем 5 минут до утра. Доживем. Наше море вины поглощает. Время, дыра, это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. С нами память сидит у стола, а в руке ее пламя свечи. Ты такой хорошей была. Посмотри на меня, не молчи. Крики чайки на белой стене окольцованы черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне и шепни на прощание рекой. Это все, что останется после меня.
Здравствуй. Давай. Да. Да, спасибо большое. Если надо еще, я скажу, где есть. 1,5 километра родник. Увидите, поворот направо, 1,5 километра. И против. Вы пройдете метров 300, наверное. Обратно. И вот и во враге можно набрать. Но метров 100 повыше, там колодец, где он убирает. Русло. И недалеко. Ну давайте сейчас сниму. Спасибо. Спасибо. До свидания. Да. Итак, заканчивается наш 4-дневный поход по заброшенным поселкам Кувайской тайги. Ну, не совсем Кувайской тайги, там и чувак по границе. Были в Шумах, Соловьевске, Грязная. И сейчас уже выходим на Малый Кувай. Кордон. Как он назывался, этот кордон? Не знаю. Забыл. Ну, в итоге где-то прошли, наверное, порядка 80 километров, мне кажется. Но надо будет смотреть точно в интернете. Не знаю, ну, 70 точно прошли, это уже 100%. За 4 дня. Ну все, на этом наш поход заканчивается. Пишите комментарии, ставьте лайки.